Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами Вивьена, и мы сейчас посмотрим сегодня о нем, его исповедь, то, что он, как на суде последнее слово хочет вам высказать, то, что его мучает. Это не тайны его, это то, что его мучает, его сердце, его душу. У всех нас есть душа. Даже у самого плохого человека есть капля радости и доброты. И когда-то в нем это не увидели, и он озлобился. А все мы рождаемся, нас Творец рождает для радости и для счастья. Только одни люди живут и радуются, просыпаются и говорят: как я рада! Я просыпаюсь и говорю: как я рада, я проснулась, как я рада, я живу, как я рада, что я снимаю сейчас вам видео. И мне информация с потока хроники Акаши дает информацию, а я вам ее говорю. И мы сегодня будем смотреть на воске и обязательно на знаках. А карты – это знаки, которые нам всегда дает Вселенная. Просто их надо замечать. И мы начинаем. Сначала мы будем смотреть. Я Вивьена, и мы сначала будем смотреть в этот раз. Мы будем смотреть на картах, а потом мы будем смотреть на воске. Так. Мы будем смотреть его исповедь. Что он хочет сказать? Действительно, человек хочет что-то сказать, знаете, вот вслух сказать, произнести, но что-то мешает, что-то боится. Вот знаете, как камень на груди. Давайте смотреть, что он хочет сказать. Он хочет сказать, что он захотел свободы. Это его исповедь вам. Смотрите, мужчины, интерпретируйте под себя. Я просто женщина и говорю вот так, как вижу. А вы интерпретируете под себя. Что он хочет сказать? Он хочет сказать: я хотел свободы, я хотел выпрыгнуть, как птица, я хотел полететь, как орел. И летел высоко к солнцу и обжег свои крылья. В чем он хочет исповедоваться? А знаете, он хочет сказать, вот он хочет сказать вам и другим людям: знаешь, меня как-то в детстве чего-то где-то обидели, мама что-то обидела, кто-то обидел. Я всегда хочу, чтобы меня погладили, пожалели, как маленького ребенка. И запомните, если вы в отношениях принимаете мужчину как маленького ребенка, которому в любое время, даже ночью, если он попросит молочка, вы пойдете ему и согреете, а не скажете пинком: да ладно, завтра утром проснусь и дам. Вот когда вы принимаете его маленьким ребенком, то отношения всегда на 120-500%. И здесь он хочет сказать: я просто хотел маленьким ребенком быть, я просто капризничал, потому что мне очень хотелось какой-то ласки. Чего он хотел-то? А он хотел, чтобы его где-то и пожурили, и наказали, и в угол поставили. Ну так, как в детстве. И это ему, понимаете, что? Вот исповедь. Вот его поведение партнера, вот по отношению к нему, как к ребенку, это вызывало у него желания интимные. Еще какие желания? Долгоиграющие. Он хочет сказать в исповедь, что у него остались и есть благородные чувства к вам, уважение какое-то внутреннее. Он может это не показывать, вот если вы в отношениях сейчас, но у него там оно внутри, вот как закрыто, мое сердце закрыто на тяжелый амбарный замок. Вот у него действительно как-то все закрыто, что он... Да, он это внутри себя, и он это очень хочет сказать, но, знаете, его не научили это говорить женщинам. Не научили его это говорить женщинам, в детстве не научили, что он должен быть как бы главенствующим, и не надо перед женщиной присмыкаться. Это его исповедь, да, и вот вы вышли
то смотрит женщина, вышли вы. Если смотрит мужчина, то у вас это интерпретируется как то, что эта женщина для вас не очень-очень много значит. И эта женщина думает о вас. Вышли вы, у этого человека вышли вы, как вы вышли? А вы вышли, что он действительно вам хочет сказать и хочет написать. И он надеется, что его дрожащие коленки перестанут дрожать, и он это сделает. Но, знаете, вот то, что у него там внутри исповедь, он это говорит во Вселенную. И вы это можете услышать во сне, потому что вышел эфир. Сам он вряд ли скажет прям чистую правду. Вот это он вам хочет сказать. Пишите в комментариях. Принимаю, приобретаю. Счастья и любви всем желаю. И подписывайтесь в Телеграм. А теперь мы будем смотреть, какая его исповедь четко на воске. Четко на воске. Вот и наше сердечко плавится. Мы сейчас вот так его, перевернем. И будем на воске смотреть его исповедь вам. Скажи, воск, расскажи. Да, вы для него два человека, два сердца. Его исповедь к вам. Его исповедь. Лепешечка получилась. Знаете, это действительно истина, то, что сначала лепешечка, и сердце у него плачет. Еще у него проблемы. Небольшую сделала. Еще у человека проблемы с деньгами, ну то, что финансовое что-то. Ему надо что-то или отделить, или что-то отдать. У него идет исповедь. Он, понимаете, он действительно, вот как видите, как получилось, он как маленький ребенок, вот он маленький ребенок вышел. Он хочет закричать, он хочет, чтобы его обняли, он хочет, чтобы на него обратили внимание. Возможно, это неправильное такое поведение, но это именно он хочет вам высказать. И давайте еще посмотрим, какая его исповедь. Это исповедь. Он хочет сказать, что он как, знаете, он вас уважает и любит, как мужчина, мальчик уважает и любит свою маму. Запомните, для мужчин мама – это самое важное, что есть на земле. И никогда не надо про маму его говорить плохо. Я могу сказать, что он хочет сказать, смотрите, какое сердце. Он хочет вам сказать, что его сердце действительно плачет, и что у него есть чувства к вам. Но они, вот понимаете, он как будто вот прячется, он как будто за стеной. Он предпочел какую-то свободу, вот видите, как скорпион. Какой-то яд был. Или с вашей стороны, или с его стороны. И он хочет сказать, что если я говорил что-то плохое, ядовитое на языке, это просто какая-то, он говорит, не лепится. Это просто были какие-то эмоции, взрыв на макаронной фабрике. А думал-то я по-другому. Знаете, он хочет вам сказать, я пытаюсь, как большая черепаха, тебе плыть. Именно черепаха плыть, водная, которая быстро плывет, а не которая в пустыне еле-еле чешется, еле-еле тащится. Его исповедь к вам, что вы для него действительно женщина непростая. Если смотрит женщина, если смотрит мужчина, интерпретируйте наоборот под себя, что у человека вы остались и есть в сердце, в душе. Истина заклята, исполнена. Так и пишите в комментариях. Можете так писать. Всех благ и подписывайтесь на группу Telegram. Лично, пожалуйста, мои контакты. Вот они. Плюс это номер телефона и все цифры. Вайбер, WhatsApp, Telegram. И, пожалуйста, пишите. А теперь мы посмотрим. Ой, вышло темные силы. Что он хочет к вам передать и тайны. Конкретно и вот что-то. Он действительно, вышла карта, письмо, он действительно хочет исповедаться, написать и вам передать. Пока-пока, с вами была Вивьена. Смотрите на моих каналах чистки, а также чистки на каналах Telegram и чистки в других соцсетях. Пожалуйста, Вивьена всегда с вами. Чистый свет. Вперед вместе с Вивьеной. Пока-пока.